Доброе утро, зрители StopGame.ru! Вы смотрите Инфакт? До официального выхода приключенческого экшена South of Midnight остается еще 4 дня, но те, кто рискнул заплатить за премиум издание, уже получили возможность ворваться в игру, а журналистам наконец позволили высказаться в рецензиях. Если коротко, геймплей на троечку, а вот сюжет, атмосфера, персонажи и лор, вот тут прям магия творится. Многие называют боевую систему и экшен в целом недоработанными, иногда даже раздражающими. Они надоедают, еще ты не успел добраться до середины игры. В South of Midnight есть невероятно мощные сюжетные куски, объединенные потрясающим визуальным дизайном и отличным саундтреком, пишут одни. А вот иные говорят, что несмотря на красоту и зачатки оригинальности, игре никак не удается определиться с центральной темой. Ей не хватает цельности, чтобы раскрыться. Тем не менее, оценка в 78 баллов говорит о том, что как минимум на игру стоит обратить внимание. Ну и потом, Денувы в ней нет, так что... Кто понял, тот понял. 8 апреля игра официально станет доступна на ПК, Xbox Series и в Game Pass. А еще журналистам дали подержать в руках новенькую Nintendo Switch 2. Глянем, что о ней пишут. Экран, на удивление, оставили не OLED, а LCD, который, тем не менее, смотрится хорошечно. Джойконы стали крупнее, удобнее лежат в руках и крепятся к консоли с помощью магнитов вместо пазов, как раньше. Порадовал режим мыши. Камера работает неплохо, а контроллер как будто бы остался таким же, каким и был. Только вот с этой новомодной кнопкой теперь. То есть, учитывая, что Switch 2 коннектится с аксессуарами от первой свитчеры, можно на новые не тратиться. Встает вопрос, хватит ли полученных новой консолью улучшений, чтобы заставить публику расчехлять доллары? Все, разумеется, зависит непосредственно от игр. А вот игры, как вчера уже рассказывал Миша, ощутимо подорожают, при том, что тайтлы не то что прям разрывные. Основная механика, связанная с разрушением в Donkey Kong Bonanza, не впечатляет. Metroid вот тема, и как раз здесь могли бы раскрыться джойконы в новом режиме мыши. Но, как говорит один журналист, это оказалось не очень-то удобно. Еще один момент, несмотря на то, что батарейка в Switch 2 будет повместительнее, чем раньше, разряжаться консоль будет быстрее своей прошлой итерации, а потому что новые игры будут куда более прожорливыми, как и обновленный LCD экран. Если на первый Switch и OLED можно было шпилить от 4,5 до 9 часов, то двойка выдержит лишь от 2 до 6,5. И вот стоит ли все это делать 450 бачей за свистульку без аксессуаров, да еще и с играми по 80 зеленых? Вообще какого дьявола так дорого-то? А вот если верить экспертам, политика повлияла. Мистер Президент Соединенных Штатов грозился новыми пошлинами для импортного товара, а поэтому Nintendo решила компенсировать дополнительные расходы. Прибавьте сюда и основные затраты, то есть на изготовление консолей. Те же причины лежат и на стоимости игр, некоторые издания которых аж до 90 бачинских задрали. Аналитики говорят, мол, инфляция, монетки внутри игр нет, а денежки-то надо где-то брать, и вот Nintendo так почву и прощупывает. Если новый ценник закрепится, можно будет драть с народа больше. Если нет, то цену всегда можно и избить. А вот если бы изначально заявили стоимость пониже и вдруг ее пришлось бы повысить, вот это было бы куда неприятнее. Ну и потом 450 бачей это все еще дешевле, чем консоли Sony и Майков, и дешевле, чем портативные ПК. Поэтому даже с такими заявами свитча вполне себе может очень хорошо продаться на старте. Другой вопрос, сколь длинен будет у этих продаж хвост? Посмотрим через годик. Разработчики из Сонка объявили, что летом запустят кикстартер-кампанию по сбору средств на завершение разработки ужастика в духе оригинальных Resident Evil и Silent Hill под названием Холстин. А заодно авторы выкатили свежий видосик про Арсенал. Нас отправят в 1992 год в городок Езерне-Колонье, что на востоке Польши. Тут зверствует некая зловещая субстанция, которая поглощает все, чего коснется. И где-то посреди кошмара мы должны отыскать потерянного товарища. По словам разрабов, история писалась под вдохновением от сериала Twin Peaks. Мы будем собирать оружие, припасы, мочить монстрятину, общаться с местными, которые постепенно съезжают крышей, и понять их становится непросто, поэтому герою придется погружаться в их внутренний мир, чтобы
понять. Визуально в игре сочетаются пиксель-арт и динамическое освещение. Камера не статичная, есть изометрический ракурс, вид сбоку, перестрелки с видом от третьего лица и поездки с видом из глаз. Holstein должна выйти на ПК, PlayStation, Xbox и Nintendo Switch. Кстати, демку уже можно пощупать в Steam. На днях Ubisoft заявила, что собирается запилить новое подразделение, причем напополам с компанией Tencent. На этом фоне акции юбиков покатились вниз, причем стремительно, и упасть они к настоящему моменту успели почти на четверть, что фигово. Том Хендерсон заполучил в свои инсайдерские ручонки письмецо, которое обеспокоенные инвесторы направили руководству Большой У. Они затребовали пересмотреть сделку с Tencent, мол, мы рассчитывали, что доля должна стоить вчетверо дороже, а вы всего за миллиард с кепкой продаетесь. Да и вообще, вы охренели без нас решения такие принимать? Даешь голосование и дивиденды сочные нам с продажи. Параллельно акционеры подрубили судебное разбирательство на этот счет, чтобы юбики точно не отвертелись. Короче, одной успешной Assassin's Creed Shadows недостаточно, чтобы дела компании выправить. Вообще сюр какой-то с этой Ubisoft. У колды вот и есть Battle Royale, а мы чё, рыжие что ли, подумали создатели новой Battlefield и запулили таки в следующую часть режим королевской битвы. Слухи об этом гуляли уже давно, но тут подключились датамайнеры и раскопали в файлах игры подтверждающие материалы. По мнению все того же Тома Хендерсона, это будет не режим внутри игры, а отдельная игра, типа как Call of Duty Warzone. Все привычные фишки на месте, сужающаяся зона, редкая добыча, система брони, прокачки оружия, разноплановые матчи и все в таком духе. Разработкой занимается студия Ripple Effect, ответственная за серию Medal of Honor. Не удивляйтесь, раньше она DreamWorks Interactive называлась. Если верить последнему финансовому отчету Electronic Arts, новая батла выйдет до апреля 2026 на ПК и актуальных консолях. Дэвид Гейдер и его команда Summerfall Studios, выкатившие пару лет назад мюзикальную Stray Gods, анонсировали новый проект — сюжетно ориентированный карточный роуглайт Malice. Бывший священник Ной, ставший экзорцистом, разъезжает по ночам по улицам загнивающего городка, кишащего нечистью. Среди этой нечисти шныряет и некий Малис, хитрый черт, за которым главным образом и охотится герой. И вот, чтобы добраться до засранца, нам придется изгонять бесов, разодержимливать одержимых, создавать шаткие союзы и противостоять своему прошлому. Упор делается на иммерсивности и стратегии. Мы будем совершенствовать свою колоду, находя новые карты, комбинации и решения. И помирать будем, чтобы потом все начинать по новой. Malice планирует выпустить в 2025, но платформы пока не назвали. Да и вообще надо сначала Kickstarter пережить. И вкратце последняя новостюшка. Universal Pictures и Blumhouse выкатили первый тизер новой части экранизации Five Nights at Freddy's. Судя по всему, это будет прямое продолжение, и актеры будут прежние: Джош Хатчерсон, Пайпер Рубио, Элизабет Лейл и Мэтью Лиллард, и режиссер Эмма Тамми тоже на месте. Премьера 5 декабря. Косарямбами на этой неделе награждаются Royal Cheese, поразмышлявший о том, можно ли сотворить игру про True Ninja и как оно вообще с этим обстоит на данный момент. А Дмитрий Епихин провел культурный анализ метафор Рефантазио с целью выявить заложенные в игре пасхалочки да отсылочки. Поздравляю, набегу к вам в личке на сайте. А если вы тоже хотите поучаствовать в нашем еженедельном конкурсе лучших блогов, пишите блоги на нашем сайте, но не забывайте про оформление своих текстов, грамотность и уникальность, то есть чтобы ваши работы публиковались только на stopgame.ru. Вот такие правила. Вдохновения вам, хорошего настроения и отличных вам выходных.